Когда мы говорим вообще о вопросах, связанных с идентичностью, надо понимать, в первую очередь, кто и зачем задает этот вопрос. То есть, когда этот вопрос инспирирует и инициирует власть, они хотят упаковать все население в очень понятную и объясняемую, уложить все население на витрину этой консервативности и сказать о том, что вот у нас есть такой народ, у нас есть такие люди, и представить их, например, как Краснодарский край представляет себя как инкубатор консервативности для федеральной власти. И сказать о том, что мы правильно делаем свою работу, и эта работа имеет свои плоды. Я воспринимаю только такую идентичность, которая является идентичностью трансформации и изменений. А в любом классическом диалоге об идентичности такого вопроса как бы не поднимается. Идентичность — это всегда что-то очень строгое, очень завязано на каких-то фундаментальных и непоколебимых принципах, которые отделяют, например, одно сообщество от другого. Рассказывая о том, чем является на самом деле Краснодар, это достаточно, мало того, что претенциозная, но и очень глупая затея, потому что из этого не выйдет никаких видимых результатов, потому что всегда местное сообщество — это что-то больше, чем то, что ему пытаются навязать. И на самом деле, чтобы говорить о том, чем же является Краснодар, мне кажется, очень интересно посмотреть вокруг на то, как устроено городское пространство Краснодара. Он является какой-то амальгамой и хаосом людей, которые вместо того, чтобы решать какие-то общие проблемы, пытаются говорить об идентичности и говорить, кто является настоящим краснодарцем, кто является не настоящим краснодарцем. Краснодар, вместо того, чтобы стать какой-то Южной Калифорнией, он превращается в чудовищным городом, перенаселенным, в котором не решены какие-то вопросы, связанные с адекватными домами. У нас куча микрорайонов постоянно затапливается при любом малейшем дожде. У нас просто невозможно в жару передвигаться как-то по городу. У нас просто невозможно без пробок находиться на территории центрального микрорайона и прочее. И мне кажется, что это очень комично, учитывая то, что Краснодар даже не является городом-миллионником. И эти проблемы, они существуют, они очень актуальны для краснодарцев, но почему-то вместо того, чтобы обсуждать эти проблемы, мы чаще обсуждаем то, является ли Краснодар консервативным городом или нет, является он какой-то обителью казачества или нет. То есть, если говорить об этих проблемах, надо говорить совершенно о других темах, которые уже не связаны с идентичностью, потому что это абсолютно симулятивная форма. Скорее надо каких-то социально-экономических, социально-политических проблемах, которые более актуальны для региона, нежели чем вся эта клюква связана с региональными особенностями и прочее, и прочее. Потому что, мне кажется, те проблемы, которые характерны для Краснодара, они характерны для всей России, которая под маской каких-то иных особых ценностей, иной какой-то особой консервативности пытается продолжать жить в русле мирового неолиберализма и рыночной экономики, извлекать из нее свои плоды, но на уровне какой-то риторики ее отрицать и говорить о том, что у нас какие-то особенные ценности, которые никак с этим не связаны. Для меня интересен вопрос, опять же, об идентичности, связанный с тем, что как вот эта симулятивная идентичность, которая спускается сверху, со стороны власти, как она сталкивается с реальной жизнью человека. Именно через это будет интересно посмотреть даже историю краснодарского региона, кубанского региона. Если мы берем тоже казачество, то есть что такое казачество? Как нам пытаются сейчас подать, и как это в медийной плоскости подается, например, в каком-то всероссийском масштабе. Это какие-то очень малообразованные, консервативные, религиозные мракобесы, которые пытаются диктовать свою точку зрения, которых становится все больше и больше, которых очень много. Они у нас уже есть не только в Ростовской области, в Краснодарском крае, они уже в образе Стаса Борецкого появляются в каком-то федеральном центре. И что это за люди? То есть, понятное дело, что это симуляция, что вот это новое казачество и казачий ренессанс — это симуляция. У меня любимая история. Есть нынешний атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда, и он постоянно диктует эту очень понятную, простую повестку. То, что казаки — это те, кто всегда за родину, за царя, за президента и прочее, прочее. Но если мы посмотрим даже поверхностно на историю казачества, есть, например, такой человек Павел Горгулов, который в 1932 году убил президента Франции Поля Думера. Об этом не принято вспоминать, но это был кубанский казак. Про то, что во время Великой Отечественной войны очень много казаков воевали против своей бывшей родины, против Советского Союза, против Советской России. Об этом тоже не принято вспоминать. Когда нам говорят о том, что казак должен быть в первую очередь соблюдать свою честь,
и любить родину. На самом деле это же очень такое пограничное пространство. То есть генерал Шкуро, он что, не любил родину, когда он воевал на стороне нацистов против России? Нет, он любил родину, и он так ее любил. Когда консерватизм становится очень сложной категорией, не такой, который нам ее диктует сверху. Мне кажется, в этом и есть самая такая болевая точка идентичности. То есть тогда, когда идентичность отделяется от того, что нам пытаются проповедовать власти, и становится именно частью очень сложной, трагической судьбы каждого отдельного человека. И вот такая идентичность, мне кажется, имеет право на существование. Но это идентичность изменения и трансформации. Если она пропускается через призму, через оптику жизни каждого отдельного человека, она вот нам как раз и дарит ту цветущую сложность, которая иногда доводит до таких моментов, которые являются трагичными не только для истории каждого конкретного человека, но и для истории страны в целом. И вот разговор об идентичности через такую оптику, мне кажется, очень плодотворным и важным. Потому что мы уходим от того, что идентичность нас расселяет по уже построенным для нас комнатам и квартирам, и она дает нам ту свободу, которой нет. Когда мы говорим о том, что в Краснодаре жило действительно очень много этносов, невозможно снова не затронуть тему казачества. Потому что я, когда начинал как журналист заниматься этой темой, меня очень удивило, что в 2010 году была перепись населения, и у нас казаков примерно столько же, сколько и курдов, соответственно, населению, соответственно, перепись населения. То есть там около 5000 человек. То есть люди, которые себя маркируют и ассоциируют себя именно с казачьим этносом, это очень серьезное меньшинство. Если брать отношение к казачеству, я, конечно, буду упрощать и генерализировать свой собственный опыт, но, тем не менее, у нас люди в Краснодарском крае, на мой взгляд, очень относятся двойственно к казачеству. Когда у нас в городе появились казачьи патрули, они как бы охраняли людей от полчищ неведомых мигрантов, да, которые как бы ресентиментно пытались как-то обеспокоить праведных коренных жителей Краснодарского края и прочее, прочее. И я, когда писал, например, там, о геях, лесбиянках, трансгендерах и там, ЛГБТ и прочее, то мне там в Фейсбуке после там, публикации статей иногда приходили там сообщения, которые находятся в папке «Другое», там, такого характера, что, мол, что ты про них пишешь, ты что, сам заднеприводный и прочее, прочее. Но их было очень мало. Когда я стал писать о казаках, и не то, что в неприятном ключе для казаков, я просто пытался разделить, что есть такое, что есть настоящее казачество и что есть симулятивное. Мне в разы больше приходило каких-то хвалебных отзывов на Фейсбуке, нежели чем когда я писал какие-то статьи про ЛГБТ. В каждой школе Краснодарского края есть казачий класс, который абсолютно не несет никакой функции, кроме регистрации еще консервативности, потому что нет абсолютно никаких сил, чтобы это поддерживать, нет мощностей там, интеллектуальных и вообще возможностей, чтобы действительно казачий класс соответствовал своему наименованию. Губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что мало того, что все школы должны иметь казачий класс, еще охранять все школы должны казачьи ЧОПы. И как это происходит? То есть сидит охранник обычный в школе, и через неделю его просто его одевают в казачью форму, и он становится казаком. Вот. И мне кажется, это настолько иллюстративный пример всего, что связано с какой-то идеологией и прочим. То есть это действительно смена каких-то одежд, за которой нет ничего, кроме интереса, опять же, хозяйствующих субъектов. И у нас в школах есть обязательно такой предмет — кумановедение. И в этом предмете постоянно представляют историю Земли как она начинается только в тот момент, когда сюда пришли казаки. И то есть то, что было очень долгое, там, столетие до этого, оно как бы вычеркивается. И это, конечно, очень такой интересный политический спекулятивный фокус. Казаки сюда пришли абсолютно как... они вторглись в этот регион, они его защищали от людей, которые тут исконно жили. И до сих пор есть очень много болевых точек, связанных там с Сочи, которые были актуализированы во время Олимпиады. Вот это 21 мая, очень больной день для всех там адыгов и черкесов. Если говорить о том, что связано с тем, что люди приезжают сюда из других регионов, это поднимает вопрос идентичности. То есть у нас очень есть большой спор вот этих людей, которые там с Хабаровского края условного приезжают в Краснодарский край, их называют там понаехами. Люди размежевываются на уровне того, являются они коренными краснодарцами или нет, и чем понаехи хуже, чем те люди, которые жили, например, 10 лет в Краснодаре, потому что человек уже, когда несколько лет живет в Краснодаре, он уже может других называть
называть понаехами, потому что тут вообще большинство краснодарцев, они так или иначе, людей, которые в Краснодаре, они там либо из станиц приехали, либо еще из других городов. И что самое интересное, больше, ну, как я, опять же, генерализирую свой собственный личный опыт, больше краснодарская идентичность есть как раз не у коренных краснодарцев, а у тех, кто живет здесь, например, 10-15 лет. Мне кажется, это характерно там для всех крупных городов, и там в Санкт-Петербурге и в Москве это очень хорошо проявляется, когда человек даже там не 10-15 лет прожил, а который только переехал, он о себе уже говорит о каком-то там питерце или москвиче. Вот. А что касается идентичности и каких-то локальных сообществ, это сложный вопрос. Мне кажется, они в первую очередь интересны не тем, что они являются краснодарскими, а в тем, что это содружество и сочленение, и сокоммуникация людей, которые связаны какими-то общими интересами, которые связаны, даже, может быть, не всегда общими интересами, которые связаны какой-то общей деятельностью. И мне кажется, вот именно в этом как раз очень, в этой плоскости не надо отделять тот же самый Краснодар от других регионов, потому что очень удобно как раз экзотизировать эти сообщества. Когда я читаю тексты про арт-группировку ZIP, которая совместно там с группой Recycle является такой витриной, визитной карточкой краснодарского искусства, очень часто, особенно когда говорят о зипах в каких-то рецензиях, опять же, вот именно используют краснодарское солнце, какую-то там южную пассионарность и прочее. Хотя, мне кажется, это является настолько малоинтересным и спекулятивным фокусом, потому что если бы арт-группировка ZIP была с любого другого региона, они бы использовали другие клише, которые связаны с этим регионом.